Привет, мне задали такой вопрос. Как долго нужно соблюдать кето-диету и интервальное голодание? Лично я считаю, что всю жизнь, но, возможно, кто-то об этом не знает. У меня был один пациент лет 10 назад. Однажды он мне позвонил и сказал: «Доктор Берг, ваша программа не действует». Я ему говорю: «В смысле?» Ну, я ее выполнял 2 недели, похудел, ему надо было немножко похудеть. И снова поправился. Я спросил: «А что вы изменили?» А он: «Я прекратил программу». Так программа и не будет действовать, если ее не выполнять. Так мне всю оставшуюся жизнь ее выполнять? Я говорю: именно так, если хотите быть здоровым. И вот что я понял. Во всем этом не хватает просвещения. Именно поэтому я выпускаю столько роликов. Рассказать вам, за счет чего это работает, за счет чего кето и интервальное голодание настолько действенны. На мой взгляд, тут мы столкнулись именно с непониманием того, зачем они вообще нужны. Не просто ради похудения. У нас есть сочетание кето, польза от самого кето, и она огромна. Больше кислорода, меньше СО2, чтобы легче дышать. Кетоны могут служить сырьем для миелиновой оболочки и помогать нервной системе и даже головному мозгу. Это более качественное топливо. Головной мозг и сердце предпочитают именно кетоны. Если повреждены эти органы, кетоны будут для них гораздо лучшим питанием. От них меньше отходов. А еще есть здоровая версия кето, я рекомендую именно ее. Благодаря ей тело получает все нужные питательные вещества. И она гораздо лучше другой версии кето, так называемого грязного кето, на котором едят почти что угодно, главное, чтобы было мало углеводов. И есть польза интервального голодания. Благодаря кетонам может также снизиться инсулин. Но интервальное голодание поможет значительно снизить инсулин. Снижать инсулин чрезвычайно важно, хотя бы потому, что сегодня это одна из самых серьезных проблем. Это и сердечно-сосудистые заболевания, это и жирная печень. И снижая инсулин, снижая глюкозу, вы прекращаете окислительный стресс в теле. И в списке факторов, вызывающих окисление, это как бы ржавление тела, глюкоза занимает верхнюю строчку. Высокий сахар в крови, высокоуглеводное питание. Так что, уменьшая окисление, мы уменьшаем и воспаление. В результате воспаление в печени проходит, и это помогает исключить цирроз. Рубцевание. Перестает ржаветь головной мозг, его состояние улучшается. Кето и особенно интервальное голодание способны восстанавливать нервные клетки, улучшается память, повышается защита нейронов, улучшается гормональный баланс. Во-первых, больше жиров будет поступать в эндокринную систему благодаря жирам в еде. Именно из них состоит ряд гормонов. А также вы улаживаете инсулинорезистентность, благодаря чему лучше усваиваются аминокислоты, нужные при выработке тех гормонов, которые строятся из белков, а не из жиров или холестерина. А еще вы помогаете иммунной системе, особенно на интервальном голодании. Вы стимулируете стволовые клетки для иммунной системы. Так что это отличный способ справиться с воспалениями и плохим иммунитетом, особенно с аутоиммунными заболеваниями. Далее идет сохранение нервной системы. А к чему может привести высокий инсулин и сахар в крови? К обратному, периферической нейропатии. Итак, польза для нервов. Состояние почек улучшится. Почки доставляют много проблем при диабете. То есть, если вы снижаете сахар, вы защищаете почки, особенно если соблюдать здоровое кето с большим количеством овощей и калия. А еще глаза. Почти все проблемы со зрением — катаракта, глаукома, повреждение сетчатки, мушки перед глазами, макулодистрофия — все они связаны с окислением из-за высокого сахара. Поэтому у диабетиков много проблем с глазами. И поскольку здоровое кето и интервальное голодание настолько полезны, не следует от них отказываться после того, как вы похудели. И вот ответ на изначальный вопрос. Это долгосрочная методика на всю жизнь. Далее, улучшая здоровье, вы увеличиваете запас здоровья. И иногда вы можете позволить себе нарушать диету, но у кетогенной диеты нет никаких этапов. Нет такого, что сначала вы соблюдаете ее строго, а потом добавляете углеводы, как бывает на многих других диетах. И последнее, если вы достигли цели по похудению и, допустим, дальше худеть не собираетесь,
Вместо того, чтобы повышать углеводы, можно повышать калории и жиры. Как минимум, это поможет вам оставаться на своем комфортном уровне. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.